Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. На этом канале мы читаем разные новости или интересные статьи на русском языке, чтобы вы могли лучше понимать русский язык, лучше говорить на русском языке, и чтобы вы узнали много разных интересных слов из разных сфер. Так вот, что я принесла для вас сегодня? Я не знаю, почему в последнее время я не видела никаких интересных новостей. Вот честно, мне ничего не нравится. Почти как 18 апреля. Люди из Великобритании, пожалуйста, скажите, это правда или нет? Это правда, что 18 апреля диктор BBC объявил, что сегодня совершенно нет новостей, о которых можно рассказать слушателю. И вместо новостей в эфире радио весь день играла фортепианная музыка. Потому что у меня примерно такое настроение, у меня примерно такое же состояние. Поэтому, почему нет, давайте почитаем сегодня об одном человеке. Я думаю, вы уже видели, о ком мы будем читать сегодня. И я на этом канале читаю новости, читаю статьи, которые связаны с Россией. Поэтому давайте сегодня прочитаем о первом в мире бодибилдере, который, между прочим, родился в Калининграде. В то время, когда он родился в 1867 году, это была Пруссия, город Кёнигсберг, но сейчас город Кёнигсберг — это Калининград, и он находится в России. Вот это здесь. Я думаю, вы знаете, что Россия — это большая страна, и у России есть маленький-маленький кусочек, который находится вот здесь, на Балтийском море. На Балтийском море. Сегодня мы узнаем не только об этом герое, этом человеке. Еще сегодня мы будем много говорить о разных спортивных терминах. Поэтому вы узнаете, как говорить о спорте. А чтобы не забыть все интересные слова, которые мы прочитали сегодня, пожалуйста, скачайте PDF. В описании есть ссылка на бесплатный PDF. Кстати, если вы еще не поставили лайк этому видео, пожалуйста, поставьте лайк. Мне будет очень приятно. А сейчас давайте начнем. Итак, наш сегодняшний герой. Его зовут Евгений Сандов, также известный как Юджин Сэндоу. Настоящее имя — Фридрих Вильгельм Мюллер. Даже не близко. Он родился 2 апреля 1867 года в городе Кёнигсберг, Пруссия, и умер 14 октября 1925 года в Лондоне. Он атлет XIX века и считается основоположником бодибилдинга. То есть это человек, который основал, который начал это движение. Да? Самый первый бодибилдер в мире. Вот так выглядит этот мужчина, так выглядит этот молодой человек. Давайте посмотрим его параметры. Рост — 1,70 м, 170 сантиметров. Это его рост. Вес — 88 килограммов. Бицепс — 43 сантиметра. Бедро — это верхняя часть ноги. Бедро — верхняя часть ноги. 63 сантиметра. Бедро — такие массивные. И последнее — это икры — 40 сантиметров. Икры — это нижняя часть ноги, ниже колена. Это бедро, колено, а это икры. Мускулистая часть. И какая его история? Давайте посмотрим. Ранние годы. Кем он был в детстве? Итак, родился Фридрих Мюллер 2 апреля. Это мы уже сказали. В прусском городе Кёнигсберг. Ныне, сейчас Калининград. Отец немец, продавец зелени и фруктов. Зелень — это
разные травы. Это зеленый лук, это петрушка, укроп, салат, шпинат. Вот это зелень. Мать русская, помогала отцу. О детстве Мюллера известно мало. Мы почти ничего не знаем. Ну, если честно, это было очень давно, середина XIX века. Будучи студентом, когда он был студентом, будучи, будучи студентом, он увлекся анатомией. Его заинтересовала анатомия. Увлекся увлечением. Анатомия– это было его увлечение. Он увлекся анатомией и физической культурой. Физкультура. Мы называем физическая культура– это физкультура. В школах, например, в России, занятия спортом, занятия физической культурой называются физкультура. Сегодня у меня было 2 урока физкультуры. И затем, потом, он стал цирковым борцом. То есть он выступал в цирке. Видите, насколько это было необычно, потому что если человек, мужчина, хотел заниматься спортом, хотел такие мышцы, сейчас никто не удивится, если вы узнаете, что кто-то из ваших друзей хочет иметь большие мышцы. Никто не удивится. В то время ему нужно было идти в цирк. Путь к славе, его дорога к славе, как он стал знаменитым, как он стал известным, как он стал популярным. Скоро, Фридрих стал цирковым атлетом и выбрал себе новое имя Евгений Сандов. Кстати, в русском языке мы скорее скажем спортсмен. Атлет, спортсмен– это синонимы. Спортсмен– это более популярный термин. Он выбрал себе новое имя– Евгений Сандов. Это английский вариант произношения Юджин Сэндоу. Взяв девичью фамилию своей матери, девичья фамилия– та, которая была до замужества, та, которая была до брака. Я вам сейчас рассказываю это все, и я вспоминаю разные материалы, где я про это говорила. Например, я сейчас вам скажу быстренько, и мы продолжим. Мы обсуждали с моим другом Андреем в подкасте, в чем разница спортсмен и атлет. Мой друг Андрей был волонтером на зимних Олимпийских играх в Сочи, и мы это обсуждали. Эту запись можно послушать в подкасте, который на Buy Me Coffee. Ссылка будет в описании. Присоединяйтесь, пожалуйста. А вот Юджин и Евгений, кстати, это я помню. Я рассказывала в видео на моем YouTube-канале об разных именах, а точнее, о именах и их коротких формах. Видео называлось «Гид по именам в русском языке». Я думаю, так. И я думаю, вы знаете, что имя Евгений и имя Женя– это одно и то же. Евгений– полная форма, Женя– короткая форма. Евгений и Женя. И у многих людей, даже у носителей русского языка, появляется такой вопрос. Почему Евгений– это Женя? Это даже не близко. Эти 2 имени даже друг друга не знают, почему это одно имя. Объяснение очень простое. Потому что в то время, 18-19 век, говорили в России на французском. Во французском языке это имя Евгений. Французский вариант– это Эжен. Как здесь написано, английский вариант– Юджин. Английский вариант Юджин, русский Евгений, французский Эжен. И говорили по-французски. И поэтому, когда говорили Эжен, 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 и получается Женя. Так и получился Евгений, Евгения, это Женя. Потому что французский. Так вот, Евгений Сандов взял фамилию, девичью фамилию своей матери. Ее фамилия была Сандова. И кроме демонстрации силовых трюков и красоты своих мускулов, он также занимался борьбой, завоевывая славу непобедимого. Значит, что он показывал, он демонстрировал разные силовые трюки, атлетические трюки. Сила– это сколько у тебя есть силы и красоты своих мускулов. Он занимался борьбой. Борьба– это, например, сейчас бокс, карате– это борьба.
И он завоевывал славу, репутацию непобедимого человека, что его нельзя победить. Постепенно, шаг за шагом, Сандов оставил борьбу. Он перестал заниматься борьбой, она стала ему неинтересной. И он сосредоточился, сфокусировался. Вот это хорошее слово, оно точно будет в PDF. Сосредоточился на силовых выступлениях и пропаганде своей системы физических упражнений. Значит, он не только демонстрировал свою силу, но потом решил пропагандировать вот эту систему, как он занимался. Давайте посмотрим видео, вам видно или нет? Да. Вот это первый бодибилдер. Мгм. Итак, карьера в Америке. Следующий шаг. После успешного турне по странам Европы, у него было турне, он ездил по разным странам, Евгений в 1894 году отправился в Америку, поехал в Америку. И там его рекламировали как сильнейшего человека в мире. Сильнейший– это самый сильный. Сильный– сильнейший, самый сильный. Красивый– самый красивый, красивейший. Умный– самый умный, умнейший. И Сандов проявил недюжинный талант бизнесмена. Очень яркий, очень сильный. Вот это слово, конечно, недюжинный. Оно такое, немного уже старое. Я его вижу очень-очень-очень редко. Да, такой необычайный, необычный, уникальный. Вот скорее уникальный. У него был талант бизнесмена. И он рекламировал свою методику развития силы и необходимые для этого спортивные снаряды, спортивный инвентарь, здоровый образ жизни и рациональное питание. Очень похоже на то, что делают сейчас разные блогеры, разные спортивные инфлюенсеры. Правильно? И благодаря ему, из-за него, спасибо, благодаря ему, продажа гирь, это вот такие штуки, да, продажа гирь, гантелей, здесь у мужчины 2 гантели, штанг, вот эта штанга, и книг о бодибилдинге существенно выросла. Кстати, я узнала, что в испанском языке гиря, вот эти гири, называются pesos rusos, русские веса. Я очень удивилась, когда увидела это в спортзале. Потом он переехал в Англию. Давайте посмотрим, что у него было уже в Англии. В 1897 году Сандов переехал в Англию, где продолжил выступления своих шоу, свои демонстрации и пропаганду своих многочисленных методик. У него было много этих методик, много разных программ. Он создал институты физической культуры. Он основал, вот это слово у нас уже было, он считается основоположником, тем, кто основал что-то, кто начал что-то, а здесь он создал, основал институты физической культуры, а также салоны и студии физической культуры. Это были прототипы тренажерных залов. Да, сейчас, вы знаете, везде, в любом городе, на каждой улице есть разные тренажерные залы, где есть специальные тренажеры, машины для спорта. И вот у него тоже были такие. В 1901 году Сандов провел в Англии первый в мире конкурс красоты атлетического сложения при поддержке королевской семьи. Атлетическое сложение, то есть сложение, как выглядит твое тело. Вообще сложение– это знак плюс. 2 плюс 2 будет 4. И это сложение, математическое сложение. Но есть еще телосложение, как выглядит твое тело. Давайте посмотрим. Телосложение. Да, есть разные вот пропорции. Это телосложение. И здесь он сделал первый конкурс в мире. К тому времени он окончательно, финально завершил карьеру борца
и полностью посвятил себя пропаганде своих методик и демонстрации силовых номеров. Все, он закончил свою старую карьеру и стал только бодибилдером, только атлетом. И посвятить себя. Вот это хорошее выражение тоже. Посвятить кому-то что-то, это значит полностью сфокусироваться, отдать все свое внимание. Мгм. И он полностью сфокусировался и себя отдал полностью вот своему новому делу, своему этому бизнесу. Что еще я хотела сказать? Посвящение. Можно посвятить в рыцаре, например. Кстати, посвящают в рыцаре. Король, королева посвящают в рыцаре. Или, может быть, певец, например, художник может посвятить свою работу, свою песню, свою картину, например, своей любимой женщине. Может быть и так. И в 1902 году на состязаниях, на этих соревнованиях, да, там был еще один конкурс, состязание, спортивное состязание, по тяжелой атлетике в Нью-Йорке Сандов был побежден. Его победили, он был побежден. 18-летней силачкой Катей Брумбах, да, его победила 18-летняя девушка Катя Брумбах. Она подняла 300-фунтовый груз над головой. Это 136 килограммов. Она подняла над головой. В то время как Сандов смог поднять его только до уровня груди. Значит, девушка смогла поднять груз, штангу над головой. Давайте посмотрим, какой сейчас рекорд. Поднятие штанги. Давайте рекорд. Поднятие штанги. Вот и тяжелая атлетика. Какой мировой рекорд? Боже мой! Грузинский штангист Лаша Талагадзе взял золото в категории свыше 105 килограммов. Ну, он был. И он установил мировой рекорд. 473 килограмма. Что? Ужас! Я думаю, что это очень много. Так вот, после этого победительница Катя Брумбах взяла себе псевдоним Сандвина и стала выступать в цирках. Да, еще одна бодибилдерша. И в 1911 году король Георг V присвоил Евгению Сандову звание профессора физического развития. Вот такая у него карьера. Смотрите, здесь он изображает скульптуру «Умирающий гал», символизируя греческий идеал красоты. Вот такая картина. Картина, говорю, скульптура. Такая скульптура. Личная жизнь, его частная жизнь, приватная жизнь. Он был женат на Бланш Брукс, но отношения испортились, стали хуже. Кстати, вот эта ошибка, которую делают часто носители русского языка в английском языке, и ошибка, которую делают носители английского языка в русском языке. В русском языке мы говорим отношения между людьми. Например, у друзей, вот отношения. Мои отношения с моим другим другом. Или у двух влюбленных людей. Это одна связь, один контакт, но это уже отношения. Это во множественном числе. Отношения– это то, как я или один человек относится к другому человеку. То, как два человека или больше относятся друг к другу, это отношения. Итак, к сожалению, конечно, Евгений Сандов скончался, умер, погиб. Ну да, здесь скорее умер, потому что он умер сам, погиб обычно, это трагическая смерть. Да, 14 октября 1925 года в Лондоне от кровоизлияния в мозг. В видео про Сталина мы говорили об этих кровоизлияниях просто 20 раз. И кровоизлияние– это инсульт, когда кровь попадает в мозг. Существует версия, есть версия, что этот инсульт, да, инсульт случился после того, как он, Евгений, вытащил одной рукой из кювета автомобиль. То есть автомобиль упал, и он вытащил его. Ну вот.
Сандов был похоронен в Лондоне на кладбище. Я не знаю, как это правильно прочитать. И жена похоронила его в неприметной могиле без надгробного камня. То есть вообще неприметная могила, которую нельзя заметить. Ну, тут написано, что их отношения испортились. Видно, что у них были не очень хорошие отношения. И да, у Сандова, конечно, было много последователей, людей, кто за ним следовал, людей, которые тоже использовали его методику, его поклонники, его фанаты. Да, было много их в России, где его книги, статьи издавались большими тиражами, были очень популярны. И его методики использовало Санкт-Петербургское атлетическое сообщество, например, которое подготовило немало прекрасных борцов, например, Иван Поддубный. Вот такой э, российский советский профессиональный борец. И Арнольд Шварценеггер, известный актер, называл Сандова своим кумиром. Ну что, давайте посмотрим, что мог делать Евгений Сандов. А вы скажете, можете вы это так делать или нет? Сколько раз вы можете отжиматься, сколько раз вы можете что поднять? Давайте посмотрим. Например, Евгений мог в течение 4 минут, за 4 минуты он отжимался 200 раз. Отжиматься – это вот такое базовое упражнение от пола. Отжимался 200 раз. Я могу отжаться 2 раза. Нет, 2 раза в хороший день. Обычно не могу. Потом, в течение нескольких секунд он удерживал на вытянутых вперед руках гири по 27 килограммов каждая. То есть он мог несколько секунд держать тяжелые гири 27 килограммов. Потом, опираясь пятками. Пятка – это задняя сторона ступни, ноги. Вот вы стоите, и вот здесь пятка. Я думаю, вы поняли. Вот это пальцы ноги, это стопа и это пятка. Опираясь пятками на один стул, а затылком на другой, он держал на груди 2 человек. Как это может быть? Так, я пытаюсь представить. Пятка – это у нас есть 2 стула. Хорошо, поняли. И он лежит пятками на одном стуле, затылком, это задняя часть головы, на другом стуле, мгм, и он держал на груди 2 человек. Да, все, поняла. Я представила эту картину. Значит, он лежал, пятки на одном стуле, затылок, голова на другом. На его груди было 2 человека, я так думаю, а в вытянутой руке 22-килограммовая гиря. Ужас! Это какие сильные мышцы пресса, кора, какие сильные мышцы. Потом, держа в каждой руке по 24-килограммовой гиря, я думаю, я надеюсь, вы помните, что это гиря, это вот такой снаряд. Когда он держал в каждой руке по 24 килограмма, он становился на носовой платок. Носовой платок – это очень маленький платочек, в принципе. Небольшой носовой платок. Вот это. Он вставал на этот носовой платок, прыгал, делал сальто назад 360 градусов и приземлялся и вставал снова туда. То есть он делал сальто, прыгал на месте через голову с гирями. Феноменально. Феноменально. Потом ему на грудь устанавливали платформу. То есть ему на грудь, я думаю, он лежал, на грудь ему ставили платформу, и он держал на ней 3 лошадей. Как? А в другом номере на платформе находился рояль и оркестр из 8 человек. Он лежал, и на нем было 3 лошади или целый оркестр. Ужас. В 1894 году он взял мировой рекорд. Он выжал одной рукой штангу с огромными полыми шарами, внутри которых сидело по одному человеку. Вес необычной штанги составил 122 килограмма. Давайте посмотрим, поищем эту картинку.
Мировой рекорд. Давайте так посмотрим. Не вижу, конечно. Ладно. Поверим на слово, потому что все, что написано в Википедии, это правда, правильно? Поэтому мы поверим Википедии. И следующий. Во время гастролей в Сан-Франциско в 1894 году Сандов боролся, дрался со львом, который был в наморднике. Вы знаете, у собак может быть намордник специально для их пасти, для лица, для морды. И обут в варежке. Ага, лев был в варежках. Варежки — это я думала, я пыталась понять, кто в варежках. Да, варежки — это для зимы. Вот такие. Кстати, у вас сейчас уже, наверное, у кого-то холодно, а у нас будет +30. Лев был в наморднике, лев был в варежках специальных, и он бросался на Сандова, а тот его ловил, удерживал, как гири, и отбрасывал. И последний, самый сложный, сложнейший трюк, самый сложный. В 1895 году Сандов поднял и выжал правой рукой штангу весом 115 килограммов. Потом, то есть он поднял правой рукой штангу, взял в другую руку, переложил в другую руку, в левую руку, присел, лег на спину и, не отпуская штангу, встал. Я думаю, мы это даже видели где-то в картинках. А может быть и нет. Но суть в том, что он поднимает сначала, я уже объясняла, поднимает сначала штангу одной рукой, берет в другую, потом садится, приседает, вот так вот, делает такое упражнение, приседание, а потом ложится на спину и встает. Такой человек, конечно. Вот можно почитать его книги, а в 1977 году бронзовая статуэтка Евгения Сандова была избрана главным призом конкурса «Мистер Олимпия». Это есть статуэтка Оскара, например, а у них статуэтка с нашим сегодняшним героем. Ну что, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось такое длинное видео, как обычно. Видите, как хорошо, когда нет каких-то новостей. А мы с вами встретимся через неделю. И всем пока. Не забудьте поставить лайк, если вы это еще не сделали, и скачать PDF. Чао!